Счастье, счастье, счастье летит. И крепко за него держимся. За формулу счастья позитива. Крепко держимся. И несмотря ни на что, когда ты держишься за эту формулу, ты с ней по жизни идешь и опираешься на эту формулу. Все, кто со мной, все опираются на формулу позитива и счастья. И несмотря ни на что, решаются все вопросы. Вижу Розану, слышу счастливые слова. Конечно же, вот такой счастливый лайк. Спасибо, вижу, что поставили. Спасибо. Что, мои хорошие, возвращаемся еще раз, возвращаемся к Плутону. Ну, про Сатурн мы с вами уже поговорили, потому что Сатурн 7 числа сделал транзит в прекрасный и чудесный знак зодиака Рыбы. И Сатурн это, да, это гигант, это серьезно, это солидно, это логика, голова, думать, слышать и слушать. Это все, план построить, это все по Сатурну. Речь пойдет в этом видео о Плутоне. Уже было видео про Плутон, о том, что он делает транзит тоже в этом году. Смотрите, транзит делают два гиганта, и Сатурн, и Плутон. Тоже Сатурн делает. Сейчас он делает 23 числа, делает такой, скажем, пробный вариант. Попробуют делать транзит. Так, 23 марта. Попробует. Заходит в знак зодиака Водолей. И так как нащупывает, как же он там будет находиться, потому что ему там находиться 20 лет. Будет там до 11 июня, затем сделает назад транзит Козерогом, о котором мы тоже будем с вами говорить, когда сделает назад Козерогом, и окончательно в конце года, в начале следующего года окончательно зайдет к Водолею на 20 лет. Вот этот вот пробный переход, это так называемый пробный, это все равно уже Плутон идет к Водолеям. И даже то, что он немножко вернется и опять вернется в Козерог и опять что-то там, все равно он вернется, но будет находиться в Водолее, вернется как будто бы в Козерог, но все равно уже его база, уже дом, его основа, он уже здесь будет очень хорошо сформирован до 11 июня. Здесь будет уже основательно сформирован уже, конечно, в знаке зодиака Водолей. Плутон при всех его фундаментализме, основательности, капитальности все равно будет играть по правилам, конечно же, Водолея. Чуть-чуть еще раз вернемся к тому, что такое Плутон, о чем вообще Плутон, а дальше пройдемся с вами по всем знакам зодиака. Что это за транзит? Потому что его транзит будет на 20 лет. То есть в какой дом он зайдет, он там у тебя будет стоять 20 лет. Поэтому мы сейчас подробно об этом все поговорим. Но чуть-чуть еще раз напомню о Плутоне. Это напористость, жесткость, это толпы людей, ты не одиночка. Плутон заходит, он никогда не будет одиночкой. Это массы людей. Что, Водолей любит массы. То же самое. Массы людей. Эмоции очень напряженные. Ирония. Отвергает романтику, но
такой сентиментальность все равно присутствует. Какая такая немножечко закулисная, немножечко, а ну-ка догадайся, нравишься ты мне или нет. А ну-ка побеспокойся, позвоню я или нет. Вот что такое Плутон. И Плутон – это всегда мед воспоминаний. Мед воспоминаний. Разливается нектар. Вот все, что по Плутону у тебя произошло, это когда ты вспоминаешь, тогда, когда это происходит, тебе это прям все клокочет. Но когда ты вспоминаешь, это страсть, это влюбленность очень сильная, это очень сильная сексуальная привязанность к человеку, между людьми. Это может быть привязанность сексуальная к какому-то делу. Оно просто ты через мозг проходишь. Вот тебе так чем-то ты увлечен, так чем-то ты занят, так чем-то ты вдохновлен. Это может быть очень политически такой настроенный, лидерский какие. Вот ты лидер, и это твоя такая прям агония лидерская. Ты ведешь за собой или какую-то научную работу делаешь, ты полностью прогружен. То есть проходит какое-то время по Плутону, и этот мед воспоминаний вот того, что ты тогда страстно переживал. Вот что такое Плутон. Он оставляет такое послевкусие медовое. Оно прям какое-то, вот что-то и такое теплое, горячее разливается. И вроде и переживания такие были, вроде и не складывалось как-то, но что-то такое послевкусие хорошее остается, потому что по Плутону всегда ты, если ты возродился, если ты поднялся, вот как это птица Феникс, которую всегда Плутон сравнивает с этой птицей, то тебе такое хорошее послевкусие, что ты победил самого себя. Это и побежденные могут быть болезни, это побежденные какие-то ситуации, это победа в каком-то в твоем очень большом деле, которое у тебя, может быть, кто-то всю жизнь положил на свое это дело. Вот такое Плутон. Дальше что Плутон? Это страсти, еще раз, иногда даже саморазрушение. Но это по Плутону у тебя происходит трансформация. Иногда просто ты до конца идет такое саморазрушение. Немножечко все видится, хочется видеть в красном. То есть красное платье, красное знамя, красный какой-то огонь, что-то вокруг тебя, чтобы пылало. И это все дает точно так же подпитку, потому что все, что связано с красное солнце, оно немножко дает тепло. И вот это вокруг тебя всегда, смотрите, на протяжении 20 лет будут же давать аспекты планеты. Поэтому, конечно, можно проследить, как это будет работать именно по тому, как будут даваться эти аспекты, о которых, конечно же, мы будем с вами говорить. Сам над собой, к себе такая очень большая высокая планка, но и к другим такая же завышенная планка. То есть, если ты начал какое-то дело, ты сам много работаешь, но и та команда, которая с тобой, она тоже много работает. Если ты влюблен и ты горишь, то и твой партнер влюблен и тоже горит. То есть это происходит вот таким образом. Дальше что еще про Плутон скажем? Это всегда немножко риск. Это всегда ты, знаете, как по канату ты идешь. Это вот по Плутону. Ключевые слова Плутона. Ключевые слова Плутона. Магия, гипноз, психика, парапсихология, подземелья, метро, подвалы, нефтевышки, минералы, подземельные недра, богатства, именно подземные. Сам по себе Плутон принадлежит таким знакам зодиака: Скорпион. И, конечно же, захватывает
Овнов. Что еще можно о самом Плутоне? Число Плутона 10. Цвет красно-коричневый. Что еще? Нефть, сланец, подземные недра, подземные минералы, богатство. Это все Плутону принадлежит. И такая еще примета. Если у вас очень сильный Плутон, как вы можете на себе, насколько по каждому вот прошелся Плутон, чуть-чуть ниже пупка на 2 пальца, если есть вниз на 2 пальца, если есть какая-то отметина, родинка, красное пятнышко, может быть шрамчик маленький, то у вас очень сильный Плутон. Вы плутонианец, несмотря где стоит у вас Плутон. У вас Плутон выражен сильно, и всегда полагайтесь на интуицию, она вам всегда подскажет. Это такие признаки на собственном теле. У нас всегда есть признаки от какой-то планеты, которая так сильно отражена. Ты плутонианец, если у тебя вот такой сайн, вот такой знак есть выраженный. Ну что еще? Для женщин очень крепкие ногтевые пластины. Вот если такая крепкая и довольно-таки, ну и красота в ней есть, и сила есть, ногтевая пластина, это тоже очень сильный у вас Плутон. Для мужчины это крупная кисть. Рука сама по себе крупная, кисть крупная, большая, крупная, сам может быть и, но рука будет выражена. Это вот тоже сильный у вас Плутон. Такое маленький сделал обзор, потому что полная такая расшифровка всего Плутона уже есть видео, и я ссылочку вам прикреплю в первом своем комментарии. Увидите на транзит Плутона есть видео, и я вам оставлю на него ссылочку. А сейчас мы с вами пройдемся с вами сейчас по знакам зодиака, в какой дом попадает этот транзит. Ну, еще раз и еще раз вижу Розану, ставлю, конечно же, так только по Плутону, плутонианский лайк. Вижу Розану, ставлю лайк. Спасибо, по Плутону ставим. Такой мед воспоминаний, мед знаний. Всегда мед такой, шлейф вот этого вот, такая привкус такой есть, приятный мягкий привкус, когда ты владеешь знаниями, что ты можешь делать, ты их можешь применять. Итак, смотрим, мои хорошие. Да, конечно, еще раз, Плутон это хирург, потому что вскрывает все раны, залечивает их, но для этого их надо вскрыть, то есть это еще и, конечно, большой-большой не только трансформатор, но и хирург. И такой хирург, когда ты чувствуешь, что ты проходишь сильнейшие эволюции, развития и трансформации, по которым всегда сделаешь выводы, всегда по Плутону сделаешь выводы. Если по Сатурну ты проходишь опыт, по Плутону ты вывод сделаешь. Ты уже не наступишь обратно на то, потому что ты всегда пройдешь трансформацию, эволюцию, развитие и сделаешь вывод. Итак, смотрим с вами, где и куда идет Плутон. Заходит Плутон в знак зодиака Водолей, и начинаем, конечно, мы с Водолеев, и в Водолей идет в власть, которую... Итак, Водолеи, значит, у вас транзитом пришел к вам Плутон, который останется очень долго. И
по тому сектору, по которому проходит у вас Плутон, это власть над самим собой. Ты, в конце концов, победишь самого себя. Это великолепная трансформация. Очень многие водолеи, те, которые имели зависимости, те, которые не могли никак справиться с какой-то проблемой, вы победите самого себя. Никакие медикаменты, никакие тренинги, никакие учения, вы сами себя сможете победить по такой трансформации. Это абсолютная власть над самим собой, трансформация и перерождение, и считается одной из самых лучших положений Плутона, которое будет находиться у вас в первом секторе. Это одно из самых лучших его положений. Большой потенциал и большой ресурс своей личности. Личность видоизменяется. Если у вас есть какое-то заболевание, от которого вы никак не можете победить, от него никак не можете избавиться, какая-то вот независимость, а именно заболевание какое-то, вы тоже можете справиться с этим заболеванием. Мало того, вы можете сами излечиться, вы можете потом этот метод распространять, и вы можете найти какой-то свой собственный метод, который вы будете впоследствии, могут очень многие им пользоваться. Вы его будете рекламировать, этот метод. То есть вы сами пройдете, сами себя победите, и этот метод вы сможете рассказывать. И абсолютно это, конечно же, большой личный ресурс. Те водолеи, кто в поиске своей пары, своего человека, чтобы создать какие-то отношения, зародились. Очень сильно Плутон здесь, потому что Плутон – это пара. Плутон всегда ищет страсть, чтобы потом мед всегда был в воспоминании. За руку взяться, пройти хороший со своим близким человеком путь, и когда ты уже будешь на каком-то определенном возрасте, на каком-то определенном этапе, вот этот мед воспоминаний, вернуться к этому меду воспоминаний, который вы прошли в течение всего этого времени. Так что это для вас, водолеи, одно из лучших положений. Пользуйтесь, но трансформации, конечно, будут. Те, кто не может свой вес победить, те, кто не может разобраться со своим сном, те, кто не могут разобраться со своими зависимостями, те, кто не могут разобраться со своими финансами, у вас все здесь трансформируется. Ну, вот такое перерождение своей личности. Ты будешь настолько удивлен, ты сам себя победишь. Ты сам себя победишь. Вот так вот, как будто бы ты себя берешь откуда-то и вытаскиваешь, и ты себя на пьедестал, ты себя победил. Очень много может произойти очень успешных трансформаций. Это для водолеев. Дальше. Козероги. Ну что, у вас Плутон стоял, и вы не по теории знаете, что такое, когда Плутон стоял в вашем знаке зодиака. Вы на практике прошли эти трансформации. И сейчас Плутон от вас уходит, еще немножечко к вам вернется, но это уже возвращение такое будет, знаете, мы о нем будем говорить, потому что вернется он в июне, мы о нем будем говорить и применим те знания, те подсказки, которые будет нам давать звездное небо. Но цель такого транзита на так долго – это партнерство и финансы. И девиз этого транзита для вас – я работаю меньше, зарабатываю больше. Я найду, как работать меньше и заработать больше. Потому что вы много работаете, и вот эту трансформацию, которую вы прошли, это отразится впоследствии. Я меньше работаю, но больше зарабатываю. И метод найду, что я
буду зарабатывать больше, а также партнерство. Этот транзит сулит вам удачное партнерство. Это партнерство будет как личного характера, складывается семья, складываются отношения, так и партнерские отношения делового партнерства. Если вы в бизнесе, у вас достойный партнер, потому что достойный партнер для Козерога не просто найти. Абсолютно непросто. Ваши требования: пунктуальность, трудолюбие, четкость, выполнение, то есть те качества, которые есть у вас самих. Поэтому, да, вот такое партнерство тоже можете себе найти. И, конечно, пересмотр отношений. Пересмотр отношений. Вы в партнерстве, а также в личных отношениях вы пересмотрите. Вы никого вести не захотите. Вы никого взвалить на себя и тащить не захотите. Вы захотите в партнерских отношениях тоже наслаждаться и получать равные. Работаем одинаково, стараемся, стремимся, делаем, а потом и развлекаемся одинаково. Это для вас, мои любимые козероги. Стрельцы. Транзит Плутона в знак зодиака Водолей. Что делает для вас? Ну что, трансформация, которую вы пройдете, понимаете, этот путь 20-летний. И, конечно, он начнется сначала на хороших градусах. Вы почувствуете какую-то славу, вы почувствуете энергию славы. Вот чего-то вы достигли, какой-то этап, как будто бы вы что-то преодолели и встали. У вас очень хорошее начало транзита Плутона, оно очень активное, очень хорошее, очень такой прорыв откуда-то. Затем пойдут трансформации, о которых мы будем с вами говорить. Они 20-летний этот транзит начнутся только, может быть, на 7-8 год этого транзита. Пока самые лучшие градусы, когда зашел транзит, почувствуете славу и искусство выражаться очень хорошо словами. Вы эмоционально очень чувствуете. Вы, так как Юпитер ваш, я шепотом подскажу откуда-то, чуть-чуть шепотом, услышишь, нет, вот так, вы вот так делаете. Так, с этим транзитом у вас вот слово говорить и не потихоньку, а ясно, четко, но всегда очень мягко. Вот это выражение слова будет очень сильное. И на самого себя вы себе сможете говорить что-то такое мягкое, приятное, нужное, сильное. Очень хорошо можете это говорить и другим. Не шепотом, не потихоньку, как делает Юпитер, потому что мудрости не говорятся громко. Любые мудрости, а Юпитер это мудрец. Никто не кричит, мудрость не кричащая, не кричит. Потому что когда ты кричишь, тебя не слышат. Если ты хочешь донести какую-то мысль, говори тихо. И человек напрягается, что сказал, и тогда услышит. Итак, вот искусство выражения словами, коммуникация и абсолютно новое развитие. Вас много очень что начнет интересовать. У вас появится много новых хобби. И эти хобби будут привязаны к месту. Уже не я поеду в другую страну, там посмотрю, сюда схожу, я сюда. То есть вы любите очень много путешествовать, менять места, то есть чтобы картинки мелькали. Здесь захотите вы, чтобы эти картинки мелькали от моих хобби. Я этим занимаюсь. Ой, я еще и вот это начал делать. Ой, мне и это интересно. То есть ваше путешествие вокруг вас. Это такой транзит. Конечно же, по мере того, как будут идти, будет транзит, какие будут делать аспекты, мы с вами будем обязательно про это говорить. Скорпионы. Мои любимые скорпионы. У вас транзит вашего Плутона. Знаете, как совпало? Да, Плутон идет к Водолеям. 20 лет ваш Плутон будет находиться там. Но что совпало?
И почему я говорю, что хороших 3 года у вас будет большой подъем у скорпионов. Еще плюс 3 года. Многие спрашивают, а потом? Что потом? Вот, думаем про это, думаем. Потом будем дальше потом разбираться. В чем прелесть этого транзита для вас? Плутон – это ваш управитель. Марс и Плутон – это ваш управитель. И Плутон, идя к Водолеям, для вас он заходит в 4-й сектор, то есть к себе домой. То есть не к себе домой, домой. Это сектор дома. Да, он находится в Водолее, но для вас он находится дома, то есть как будто бы он пришел к вам. Это очень большой шанс, потому что к вам он придет через 500 лет. Вот так, пока он дойдет. Ну, вот так долго. А здесь такой шанс. Он у вас будет в секторе семьи и дома. Дома. Поэтому что смотрим? Все, что связано с семьей, семейными ценностями, с уютом, с домом, здесь происходит трансформации по Плутону. На первых градусах до 10 градуса это всегда созидание. А до 10 градуса это возьмет 10 хороших лет, 8-10 лет. То есть мы с вами попадаем на градусы самые лучшие, тогда, когда заходит в какой-то транзит, заходит в какой-то знак, это самые лучшие градусы его. И в конечные градусы плохие, ну, хорошие, сложные, средние градусы. И так заходит все, что связано с домом, с имуществом, с семьей, с ценностями домашними, с корнем, откуда вы, что вы, как. Многие захотят разобраться со своей семьей, откуда я, какие мои корни, а кто мои предки, а где моя сестра двоюродная. Начнут между собой побольше общаться, захочется. У многих скорпионов прибавление будет в семье. Это как личного такого характера прибавления, так и члены семьи. Найдется какой-то брат или где-то сестра найдется, или найдутся родственники какие-то, дяди, тети, которые давно потерялись. Как-то собирается корень, семья, древо. От этого, конечно, у тебя что? Финансовое благополучие. Тебя становится наследство откуда-то. Вы вообще даже не знали, где-то есть какой-то тетя, дядя, где-то, когда-то, откуда-то. Вы единственный наследник того, что осталось. То есть это и финансовое очень хорошее благополучие. Это собирается вся семья, расширяется эта семья, и ценности, которые вам приносит от семьи, вот такая ценность семьи, это все, что связано с уверенностью. У меня есть кто со мной будет, мне есть на кого положиться, у меня есть очень хороший, то есть семья. Вот такая собирается семья, собирается вот эта база, основа, кто откуда семья происходит. Это вот у вас таким образом будет идти по такому сектору. Это очень широкий спектр, что может быть охвачено. И, конечно же, материально становится дом, в котором дом сам по себе, вот дом ваш, материально становится очень хороший фундамент. Приобретайте с этим транзитом. Ну, вот такой для вас транзит. И, конечно же, скорпионы, увеличение в семье, прибавление в семье, прибавление. Это могут прибавляются члены семьи и создаются пары. Так, весы, мои хорошие, транзит Плутона по вашему знаку. Как и что для вас это отразится. Итак, для вас транзит Плутона в знаке зодиака Водолей, для вас это трансформация и видоизменение в распределении ролей в своей жизни и в семье.
то если вы были лидером в семье, вы вели, вы как-то на себя брали большую ответственность, у вас распределяются роли. Появляются люди или появляются такие обстоятельства, которые берут больше тоже на себя ответственность для того, чтобы одинаково распределить. Это трансформация творчества. Если у вас есть какая-то коллекция, вы ее выставляете, либо у вас она пополняется, либо вы ее презентуете, что-то распродаете, что-то покупаете. У вас очень большое расширение идет в радостях, в удовольствиях, в наслаждении, в творчестве, в увлечениях. У вас такие романтические увлечения, откуда, когда пройдет какое-то время, вы будете чувствовать вот этот мед воспоминаний. Вот таким образом Плутон на вас будет работать в течение очень долгого времени. Большой размах в потенциал творческий. Вы что-то создаете, вы что-то приобретаете и развиваетесь в каком-то большом-большом своем проекте жизни. Возможно, у кого-то это строительство, расширение своего дома или обновление все, что находится в вашем доме. Это что-то связанное, то, где вы принимаете участие. Это вполне может быть, вы отправляете свои работы, которые вы сделали, или свои знания, вы куда-то отправляете, вы выигрываете какие-то гранты, и вы дальше идете. То есть это то, что вы вкладываете во что-то, и это вам приносит радость, приносит удовольствие. Вы видите удовольствие от своего окружения, от своих детей, от своих внуков, от своего коллектива, то, во что вы вкладывались. Вот таким образом так заходит к вам Плутон. Первые градусы – это самые сильные градусы, потом будет следующий этап, через 8-10 лет будем смотреть, конечно, дальше. Пока вот таким образом заходит для вас Плутон, который приносит вам, да, ты много работаешь, да, ты очень требовательный, ты к себе много требовательный. Многие даже преобразятся сами. Вот весы, вы будете чувствовать, что вы вложили творчество и труд в самого себя. Вы что-то такое победили с самим собой. Даже не победили, а вы сделали такую хорошую, проходите работу, трансформацию, которая приносит вам радость. Мед такой вот, мед разливается, вам нравится, что вы делаете, куда вы идете. Дальше девы, мои хорошие девы, королевы, сразу спинку ровно, стать королевская. И лайк Розане, сразу королевский лайк. Ой, девы вообще молодцы. Все ставят королевский, вот от девы всегда королевский лайк. Да, я его чувствую, правда. Что, мои хорошие, транзит Плутона. Мой Плутон, вот у меня в моей карте Плутон стоит в Деве. У вас. Мой Плутон стоит у вас в Деве. И я очень довольна таким положением Плутона. Итак, для вас, что транзит Плутона по Водолею? Как это отражается на вас? Та сфера, которая и так для вас уязвима, и так всегда для вас остра, это карьера и здоровье. И по этому же сектору идет, по вашему сектору, уже идет, и также идет Плутон. Вы – это карьера и здоровье. И вот он у вас идет по этому сектору. Все, что связано с карьерой, успех, прогресс, удовольствие, вы идете, вы вперед, вы добиваетесь, вы растете. Все, что связано со здоровьем, то же самое. Это, да, определенные лечения, кто-то перейдет на определенный образ жизни, кто-то избавится от каких-то продуктов питания, кто-то избавится от каких-то лишних килограмм, кто-то избавится от привычек вредных. И это будет все проходить, и Плутон здесь играет самую главную, самую важную роль. Да, кто-то столкнется с тем, что
лечение нужно будет проходить, и это лечение, большую реабилитацию. Ты прошел лечение, но восстанавливаться тебе нужно, делать какую-то определенную зарядку или делать какие-то определенные процедуры в одно и то же время. И вот вы по этому кругу пойдете, вы сделаете, вы добьетесь. Те, кому пойдет по этому сектору. Дальше что еще у вас? Диета, питание, упражнения, избавление от ненужных абсолютно привычек. То есть ваше хорошее физическое состояние. Очень многие по такому транзиту Плутона пройдут психологическую или даже, скажем, психическую стабильность приобретет. Плутон здесь очень сильно трансформирует. Уйдут какие-то страхи, проработаются какие-то страхи, проработаются какие-то неуверенности, проработаются какие-то «я завишу от этой работы, я не могу», или «я завишу от этого человека, я не могу, если не с ним, мне негде, куда». Вот эти все страхи, это все уходит, это все трансформируется. Очень сильный транзит по вашему знаку зодиака. Это для вас, мои дорогие, которые вы абсолютно уверенно пройдете по-королевски, так как это делает Дева. Дальше, мои хорошие, львы. Львы. Поправим корону, поправим хорошо корону львиную. У меня асцендент во льве. Вот мой асцендент во льве. Так что очень хорошо вас понимаю. Итак, мои хорошие, транзит Водолея, транзит Плутона в знак зодиака Водолей, что значит для львов? Мои хорошие, трансформация по 7-му сектору, по сектору брака и семьи. Какие здесь происходят трансформации? Даже все, кто в браке, у кого не состоялся в брак, кому предстоит этот брак, происходит здесь трансформация. Когда мы заходим на первые градусы Плутона, что здесь трансформируется? Самой трансформации пока не происходит. А что происходит пока? Как только заходит Плутон, что происходит? Происходит Плутон, ну так скажем, сначала дает тебе силу, потом трансформирует, но у тебя уже эта сила есть. И ты с этой трансформацией, той силой, которую ты получил, ты с ней справляешься. Ты потом обратно ты поднимаешься. То есть пока он дает, это почти возьмет лет 8, дает вот эту вот тебе силу для того, чтобы наладить все, что связано с твоей семьей. Если та семья, где уже все трещина есть, и оно никак не 2, не 1,5, оно и есть, и нет. И вроде есть отношения, но эти отношения разрушительные. Или они застряли. Любые отношения должны всегда чуть-чуть развиваться. Если отношения застряли, это стоят, а потом идут вниз. То есть пока вы еще что-то, а потом уже начинается друг друга ненавидят. Поэтому вот пока еще вот здесь стоишь, но если нет никакого развития, развитие какое есть, что каждый должен развиваться в отношениях. Если кто-то один отстал, а другой развивается, этот начинает злиться. Мешает тому, кто развивает. Поэтому те пары, в которых уже это созрело, здесь у вас будет происходить трансформация. То есть дается силу и тому, кто в паре не догоняет, и тому, кто ушел, оторвался, вырвался чуть-чуть вперед. И тут будут даны силы, и здесь будут даны силы. Это может скомпенсироваться, а может распасться. Но безболезненно распадается. Те, кто один, и также может прийти человек, и сегодня ты один, а завтра ты будешь не один. Это тоже этот транзит сделает. Очень обязательно ждите все, кто хочет наладить свою личную жизнь, Плутон, по транзиту, по который сделает Плутон, он делает 20 лет. У вас будет 20 лет стоять вот в этом секторе абсолютно
приобретете то, что вы хотите. Кто хочет избавиться, избавиться. Кто хочет найти, встретить семью, вы ее встретите и найдете. Следите за моими видео. Я буду всегда опираться на транзит Плутона, на транзит Сатурна. И мы будем с вами следовать подсказкам, а подсказки будут мощные, потому что аспекты будут давать другие планеты. И мы с вами будем смотреть, когда это будет на пике, когда это будет самое сильное, где можно использовать и практиковать аспекты к Плутону. Так что у вас идет вот такое по семье, по вашей семье произойдут определенные трансформации. Раки, мои холесии, мои любимые раки. Ой, улыбаюсь, улыбаюсь. Ну что, мои хорошие, транзит Плутона. Ну, Плутон гигантище для рака, который очень чувствительный, а Плутон это тоже про чувства. Это тоже про чувства, только такие чувства, которые страсть дают. Не страх, а страсть дают. Но сначала они посещают этот Плутон тебя настолько посещает, что тебе огромный дают энергию и подъем. И такое послевкусие всегда есть, прям вот как мед разливается. Настолько Плутон дает такие эмоции, а вы это эмоции. Где у вас проходит Плутон? По какому сектору? Это переход из одного состояния в совершенно другое. Полная трансформация. Если у тебя совсем крах финансовый, ты можешь стать вот так, ниоткуда, ни из чего ты можешь получить. Если ты уже наверху, ты можешь упасть вниз. Вот такие перепады будет делать. Если ты уже на грани, вот по состоянию здоровья, вот ты все, у тебя даже доктора отказались уже от тебя, ты можешь подняться, вылечиться, у тебя может вот эта энергия сильная. То есть на протяжении всего этого времени вы будете чувствовать переход, у вас идет по очень сильному сектору. Это и психологические перепады. У тех, у кого были страхи, у тех, у кого были суетливость, сомнения, не знаешь как, не знаешь что, приобретают уверенность, приобретают силу. Все понятно, ничего не страшно. Те, у кого были какие-то... Не верил, что ты можешь из какой-то ситуации выбраться, потому что финансово тебе так. У вас очень может быть сильный финансовый подъем. Вы можете резко поменять свою жизнь. Вот здесь по вашему сектору идет, потому что Плутон идет по своему сектору, по 8-му. Это его сектор. Его сектор. И здесь уже будем с вами наблюдать, будем смотреть, какие будут давать аспекты другие планеты. И всегда это будем вместе все аккумулировать, от чего у вас будут происходить вот эти изменения, эти трансформации. Это аспекты, которые в течение транзита будут давать другие планеты. Но это может быть и уйдете от споров, ни с кем не захотите спорить. Как будто бы жизнь немножечко остановите. Вот как будто вы никуда не спешите, а в дела делаете. И как-то эти дела делаются капитально, основательно, а вы никуда не спешите, а вы не суетитесь, а вы не тревожитесь. Вот что делает этот транзит. И это его 8-й сектор, это его сектор. Это его сектор, он находится, принадлежит Скорпионе, это 8-й сектор. И он у вас по этому сектору идет. И это может быть очень сильный финансовый подъем и очень сильная страсть, большая сильная влюбленность. И эта влюбленность осознанная, где ты ничего, никаких слов не говоря, берешься с человеком за руку и идешь по жизни. Вот такое тоже может быть. Будем за этим, конечно, в течение этого транзита следить, смотреть аспекты, которые будут давать другие планеты. Одно из сильнейших положений по вашему знаку. Дальше смотрим. Близнецы. Ну что, мои хорошие, транзит Плутона. Абсолютно вам не страшен транзит Плутона.
а наоборот очень созидательный. Это начинается у близнецов новая жизнь и очень сулит переезд. Переезд, тяга ко всему новому – это ваше. Вы любите что-то новое узнавать. Это все устаревшие идеалы надоели. Это мне болото, на котором я уже вот это все у меня и не интересно. Что-то хочу познавать, узнавать, новые культуры, новые языки, что-то новое, какие-то новые перемены. Это начинается просто-напросто новая жизнь. Новую жизнь можно начать с новой работой, с новой страной, с новым городом, с новым человеком. Можно начать новую жизнь в той же стране, на той же работе, со своим тем же человеком, который у тебя есть, но все что-то по-новому. Что-то внутри отпускает и дает еще большую легкость справиться с этим транзитом. Легко, абсолютно легко, так как Плутон находится в воздушном знаке, вы воздушная стихия, и Плутон вам легко будет подбрасывать очень много идей, которые все то, что устарело, то, что вам не интересно, оно не интересно. Вам захочется что-то новое. И вот это вот новое вам Плутон будет оттуда подкидывать. Пройдете трансформацию по Плутону, вы и Водолеи очень гораздо проще, чем другие знаки. Вот такой транзит будет для знаков зодиака Близнецы. Дальше Тельцы. Тельцы, мои любимки, Тельцы. Транзит Плутона по знаку зодиака. Значит, идет Плутон к Водолеям. Что это для Тельцов? А для Тельцов это 10-й дом. 10-й дом – это самый большой помощник Плутона, потому что Плутон – это десятка. Плутон – это десятка. Это его цифра. И он идет у вас по 10-му сектору. Поддержка родных, поддержка самого себя, поддержка своего окружения. И вы можете обрести власть на государственном уровне. Это такой подъем карьерный, успех карьерный. Это возглавить что-то можете, это можете вырасти по служебной лестнице, это карьерный большой успех, это то общество, с которым вы будете встречаться, большой интерес в этом. Это страсти, это влюбленности, это вместе чем-то заниматься, вместе чем-то куда-то развиваться. Очень интересный период. Тоже самые яркие помощники Плутона будут Тельцы. Потому что в 10-м доме по 10-му сектору идет, и Плутон отвечает за десятку. Получите очень хорошее такое послевкусие, такое такие медовые воспоминания, медовый привкус такой. Оно, знаете, где-то приторно, где-то не хочешь, но все равно вот этот вот даже запах вокруг витает. То есть трансформации будут проходить по самому высокому сектору, по всему знаку зодиака гороскоп, 10-й сектор самый высокий, достигаешь целей. Вот мечта, которая была, желание, которое было, цель, которая была, может быть, цель всей своей жизни, вы к ней подойдете. В течение этого времени, а стоять будет Плутон 20 лет у вас в этом секторе. И следующие знаки, это у нас Овен. Да, мои хорошие, да, мои хорошие. Ну что, Плутон тоже каким-то вторым вашим управителем является. Потому что Плутон взаимодействует с Марсом. Итак, транзит Плутона для вас это все, что
далеко и все, что высоко. Все, что далеко и высоко, это духовные ценности, к которым ты всегда стремишься. Ты начинаешься вот это вот, ты познаешь мир, ты хочешь, и ты заканчиваешься тем, что ты чему-то, за что ты прошел всю жизнь, научился, ты этими духовными ценностями пользуешься. И вот для вас транзит Плутона по вашему знаку, это будет, транзит будет идти по Водолею, для вас это отражается место и время одаренных людей. Вот такое вот одаренность какая-то, что-то интересное трансформируете, что-то интересное, изобретательное, что-то создаете, и это миру вы даете. Это может быть и философия жизни, это могут быть какие-то научные трактаты, это может быть какие-то все, что связано с медициной, с космосом, это новые какие-то лечения, таблетки, лекарства создаются. Также создаются семьи и обретаете новых друзей. И тоже в этом есть какая-то своя трансформация. Вы можете сделать свою семью на разных странах, но вы пара. Да, на сегодня вы в разных странах, да, на сегодня, но вы пара, вы семья. Да, вы работаете здесь, но ваш проект там и там. Вы работаете, вот как будто бы, вот вы работаете как будто бы в воздухе, но вы создаете очень качественный продукт. Это вот такое. Друзья, которые будут к вам очень притягиваться, но и разглядеть среди этих друзей авантюристов. Потому что будут тянуться, ну это мы будем с вами смотреть, когда будет идти транзит и какие будут давать аспекты, мы всегда на это будем делать внимание и в течение всего времени будем смотреть, как этот транзит будет отражаться. То есть, да, много приобретаете друзей, которые к вам тянутся, но среди них много будет и авантюристов. Это такая своего рода всегда по Плутону проверка, трансформация друзей и семьи. Многие в семье трансформируются, семья будет на первом месте, близкий человек будет для вас очень главным, вам захочется семью трансформировать. Вот семья, захотите семью, в ней какую-то произвести трансформацию, создать другой вид своей семьи. Она более становится важным, более становится для вас престижным, более время, которое вы будете вкладывать, это в самого себя и в свою семью. Но что-то такое очень философское. Вот таким образом для вас будет работать Плутон. И что, мои хорошие рыбки? Ну да, мои хорошие рыбки. Что для вас Плутон? Транзит Плутона по знаку зодиака Водолей, что несет вам? Ну, тоже могу сказать, наверное, с этим транзитом вы избежите опасности, неожиданности, грандиозные какие-то аферы. Вы будете в них втянуты, но вы их избежите по Плутону. Дальше. Захотите изолироваться от общества, вы будете видеть, что просто как-то собираются, сплетаются, вот что-то вот как-то возле рыбы, а как бы сделать какую-нибудь махинацию, а что-то сделать такое, можно посмотреть, как хорошо такая схема, только тебе тут подписать надо, роспись поставить, посмотри, как мы вот тут вот это продадим, а по бумагам это пройдет, а мы финансы поделим, но ты тут подпишись, вот какая такая афера, и вы будете смотреть, и вы будете видеть, как красиво все сложено. Действительно, такая хорошая схема, такая хорошая пирамида. Прям все идеально. И вот вы сможете отказаться от этого соблазна, отказаться, прозреть и уйти от таких игрой с опасностью, которая по Плутону вы будете проходить, а также трансформируется трансформации очень медицинского характера.
большая такая психологическая нагрузка, которая, как правило, и эта нагрузка психологическая для вас, она очень эмоциональная. Вы эмоционально больше переживаете. И эта эмоциональная нагрузка для вас трансформируется в какое-то медицинское заведение. То есть вы будете чувствовать, что большая нагрузка, вы не справляетесь, и вы не захотите это делать самостоятельным путем, или самодеятельность какую-то, или другие средства применять, чтобы как-то расслабить. Вы захотите пойти абсолютно законным медицинским путем для того, чтобы психологически себя привести в порядок. Пройдете определенные места силы, какие-то храмы, парапсихология, тайны, разведки, астрологией кто-то займется. Что-то немножечко закулисный мир. А Плутон это обожает. И вы с этим справитесь блестяще, великолепно. Ну, в начале, когда зайдет, это всегда зайдет на созидание. Если у вас есть какие-то процессы медицинские, у вас будут хорошие показатели. Если вы будете следовать, а мы будем каждую неделю, то, что я даю на неделю, это четкие подсказки. Если им следовать, ты можешь какие-то вещи обойти и избежать. То есть этот 12-й закрытый сектор, это всегда, когда ты разворачиваешься к самому себе. Ты разворачиваешься к самому себе и ищешь покоя и соединения с самим собой. Я разберусь с самим собой, я дам себе покоя, я себя успокою, я с собой договорюсь, я себя буду познавать, я с собой буду работать. И это идет через определенную литературу, куда-то пойти в храм, куда-то пойти в исторические места, это какими-то заняться такой литературой, которая принесет к самому себе познание, самого себе познания. То есть немножечко какая-то тайна потусторонняя, то, что вы любите, то, что вам хорошо дается. Но интуитивно выведет, потому что Плутон – это что Плутон? Это я, если не знаю как, я затаюсь. И я жду. Вот это Плутон. То, что рыбкам, не знаете, затаится. И оно выводит, и оно выведет. Вот таким образом для вас на целых 20 лет, потому что через 20 лет Плутон придет к вам. И как правило, находясь в Водолее, а для вас это 12-й сектор, он особо Плутон 12-й сектор не трогает, ему не до этого, потому что здесь нужен покой. Но ты должен прийти к самому себе, но через то, что ты познаешь какие-то вот такие высшие, а может быть вообще что-то за гранью жизни, какие-то тайны открываешь, разгадки какие-то делаешь. Вот таким образом для вас будет проходить Плутон. Ну что, мои хорошие, вижу Розану, слышу такие чудесные плутоновские изменения. Ставлю красивый плутоновский лайк. Обнимаю вас.